Потрясающая структура и фантастический вкус. Вот характеристики знаменитого итальянского кулича панеттоне. Считается, что его могут приготовить только пекари самой высокой квалификации. И причем готовить они его будут несколько дней. Но сегодня, друзья, я вас обрадую. Я с вами поделюсь очень простым рецептом приготовления панеттоне, и мы справимся с его приготовлением за несколько часов. И приготовить его могут даже новички. А для любителей шоколада, к которым я тоже отношусь, будет двойной праздник, поскольку мы сегодня приготовим шоколадный панеттоне. Друзья мои, меня зовут Пульхерия. Я рада вас видеть на канале Записки пользователя или вы гениальный кулинар. Итак, приступаем. Прежде всего, нам нужно приготовить опару. Это своего рода стартер. То, кто запустит подъем теста и даст нам ту самую потрясающую текстуру. Для приготовления опары нам понадобится 150 граммов молока комнатной температуры, 25 граммов сахара, 6 граммов сухих инстантных дрожжей и 200 граммов сильной муки. Мука пшеничная, высший сорт. Муку мы уже просеяли. Мука Манитоба. Манитоба – это мука с повышенным содержанием белка. Обычно для панеттоне используют муку с содержанием белка 13,5-14 граммов. Поскольку у нас очень упрощенная технология приготовления панеттоне, то опытные кулинары, которые неоднократно уже стряпали куличи и готовили их успешно, могут попробовать приготовить экспериментально кулич панеттоне из муки с более низким содержанием белка, из той муки, которой они привыкли делать куличи и которая себя зарекомендовала очень хорошо в куличах. А новичкам я попрошу воздержаться от эксперимента. В молоко добавляем дрожжи и размешиваем их. Затем добавляем сахар и также его размешиваем. После молока с дрожжами и сахаром добавляем муку. Опару используют для приготовления очень сдобных дрожжевых изделий, например, куличей, так как слишком большое количество сдобы в тесте подавляет действие дрожжей, и они не могут развиться должным образом. Поэтому сначала надо замесить тесто без сдобных ингредиентов, то есть опару, дать ему выбродить, дать возможность размножиться дрожжам, чтобы их появилось большое количество. И уже потом добавлять масло, сахар, яйца и прочую сдобу. Иначе кулич просто не поднимется. Все ингредиенты объединяем, перемешиваем их так, чтобы у нас смешалась полностью вся мука. Из теста сформируем шар, делаем крестообразный надрез. Мы это делаем потому, что у нас очень плотная опара, чтобы у нас свободно могла выходить углекислота, которая будет образовываться при размножении дрожжевых грибов. Теперь опару накрываем крышкой. Если у вас температура 22 градуса и выше, то опара должна подниматься при комнатной температуре. Процесс поднятия будет более медленный, но качество теста будет значительно лучше. Если температура ниже, то ставим в духовку с включенной лампочкой или в духовку, в которой стоит стакан горячей воды, кипятка. Опара должна увеличиться в 2 раза. Пока у нас поднимается опара, сделаем предварительный замес теста для развития процесса аутолиза, то есть набухания белка и развития клейковины. Нам потребуется 300 граммов сильной просеянной муки. Нам понадобится еще 30 граммов холодного молока, 2 яйца, 3 желтка, все это холодное из холодильника, и 50 граммов сахара. Начинаем замес. Добавляем молоко. Замес можно произвести с помощью лопатки ручным способом или миксером. Теперь последовательно добавляем все ингредиенты. При работе с куличами и сдобным тестом мы ждем развития глютена, который создает верную текстуру в готовых изделиях. Но есть способ упростить себе работу. Аутолиз – аутолитический метод. Он заключается в том,
что мы все ингредиенты для теста соединяем заранее. Благодаря этому в спокойном состоянии, а не в замесе, тесто уже начинает формировать больше глютена. Это значит, что мы будем работать быстрее, меньше нагружать миксер или руки. Тесто мы замешиваем до тех пор, пока в нем не растворится сахар. Ни о каком глютеновом окне сейчас речь не идет. Тесто мы отправляем в холодильник для аутолитических процессов, то есть для набухания белка и развития глютена. У меня прошло 40 минут, и опара поднялась и уже даже начала оседать, что говорит о ее полной готовности. Опара подошла более чем 2 раза, мы ее убираем на 5 минут в морозильную камеру. Это очень важно, так как для панеттоне характерно холодное тестоведение. Температура теста при замесе не должна превышать 23 градуса Цельсия. Тесто достали из холодильника, оно стало более пластичным. А пару тоже достали из морозильной камеры, в которой у нас была 5 минут. Добавляем опару к тесту и теперь ставим все замешивать. По этой упрощенной рецептуре замес можно производить и ручным способом на столе. Замешиваем 10-13 минут до эластичности теста. И, конечно же, полной его однородности. Теперь мы с вами будем производить финишный замес теста, но перед этим мы тесто должны охладить. У нас тесто не должно перегреться. Температура теста не должна быть выше 24 градусов Цельсия. Поэтому останавливаем миксер, снимаем тесто при помощи шпателя. Тесто кладем в лоток, разравниваем его, подтягивая, но не рвя. И отправляем в морозильную камеру на 5 минут, а если надо отдохнуть вашему миксеру, то на 15 минут в холодильник. Тесто достаем из морозильной камеры, отправляем его в дежу миксера и буквально 1 минуту замешиваем его и переходим к финишному замешиванию теста. На этом этапе нам с вами понадобится 60 грамм какао-порошка, 60 граммов апельсинового сока, или же 60 граммов рома или коньяка. Понадобится 50 граммов сахара, 25 граммов ванильного сахара и 20 граммов меда или трималина, 8 граммов соли, 160 граммов сливочного масла. Масло у нас холодное, мы его только достали из холодильника. Если у вас нет рома, то можно заменить несколькими каплями ромовой эссенции, но можно обойтись и без этого. И сначала мы добавляем 60 граммов апельсинового сока или рома, высыпаем какао, включаем миксер и замешиваем до однородности. Теперь последовательно добавляем ингредиенты. Сначала сахар, теперь добавляем трималин или мед. Добавляем ванильный сахар. Теперь добавляем соль. А теперь начинаем добавлять по одному кусочку масла. Добавив один кусочек, ждем, когда оно вмешается. Добавляем следующий кусочек и так далее, пока не добавим все масло. После добавления последнего кусочка масла замешиваем в течение 5 минут. Замес теста производится до эластичности. Потяните тесто, оно не должно рваться и образовывать тонкую прозрачную эластичную пленку, которая называется глютеновым окном. Именно этот глютен будет удерживать углекислоту, которую выделяет дрожжи, и что обеспечивает нам воздушную структуру теста. На этом этапе приготовления нам понадобится 100 граммов вяленой вишни, 100 граммов апельсиновых цукатов, цедра с 1 лимона, цедра с 1 апельсина, изюм 150 граммов. Черный горький шоколад 70% 80 граммов. Порубите его ножом. Изюм предварительно замочите в кипятке на 10 минут, а затем воду слейте и обсушите его в полотенце. И теперь мы добавляем цедру лимона и апельсина. Затем добавляем вяленую вишню, изюм и цукаты. И перемешиваем тесто в течение 30
40 секунд для равномерного распределения ингредиентов. Получилось очень красивое тесто, посмотрите. Отправляем его на расстойку. Расстойка желательно при температуре 27-30 градусов Цельсия, то есть в духовке с включенной лампочкой или со стаканом кипятка. Тесто должно подняться в 3 раза. Накрываем его полотенцем или пищевой пленкой и отправляем на расстойку. Прошло около часа времени, и мое тесто поднялось вот так. Оно увеличилось более чем 3 раза. Теперь рабочую поверхность смазываем небольшим количеством растительного масла. Выкладываем тесто на рабочую поверхность и делим его на 4 равные части. Делить можно по весу или просто на глазок, визуально. Из каждого кусочка теста формируем шарик, подворачивая края к центру и поворачивая вокруг оси теста. Дальше его прокатываем по столу и переносим в форму. Тесто липковатое, поэтому помогайте себе шпателем. Форма заполняется тестом не более чем наполовину их высоты. У меня 500-граммовые формы. Тесто отправляем на расстойку. Теплое место. Идеальная температура расстойки 27-30 градусов. Тесто должно подняться почти до краев формы. Форму накроить полотенцем. Пока у нас поднимаются куличи, приготовим макаронад. Это классическое покрытие для панеттоне. Для него нам понадобится сахар 80 граммов, мука миндальная 40 граммов. Миндальную муку можно заменить на любую ореховую, допустим, кокосовую. Крахмал кукурузный 10 граммов, масло растительное 10 граммов, какао 15 граммов, белок 45 граммов, лепестки миндаля. Последовательно соединяем все ингредиенты. Макаронад добавит нам не только вкуса и текстуры, но защитит наш кулич от высыхания, и в духовке он не подгорит. Кроме этого, благодаря макаронаду наш кулич дольше сохранит свежесть. Все ингредиенты перемешиваем между собой, а только потом добавляем растительное масло, 1 чайную ложку. Размешиваем и смотрим на консистенцию. Она должна быть тягучей, но не сильно жидкой. Если есть необходимость, то добавляем 2 чайную ложку растительного масла и все перемешиваем. Макаронад перекладываем в кондитерский мешок и отрезаем у мешочка кончик примерно 4 мм. Макаронад наносим на макушки уже подошедших куличей по спирали. Духовка у нас уже разогрета до 170 градусов Цельсия. Я покрываю макаронадом только 2 кулича, остальные 2 я буду покрывать после выпечки горьким шоколадом. Теперь макушки куличей, покрытые макаронадом, посыпаем лепестками миндаля. Поверх миндальных лепестков посыпаем куличи сахарной пудрой. Используем мелкое ситечко. Затем куличи отправляем в духовку. Время выпекания примерно 30 минут. Время выпекания и температура индивидуальны и зависит от особенностей вашей духовки. Готовность куличей проверяем на сухую зубочистку или же с помощью термометра. Внутри готовых куличей температура должна быть 94-96 градусов Цельсия. Остывать панеттоне должны в перевернутом виде, так как они имеют большой вес, но очень нежную текстуру. Отступив от дна панеттоне примерно 2-3 см, прокалите их 2 деревянными шпажками, но лучше всего металлическими спицами. Подвесьте их на какую-то опору. Я буду использовать кастрюли и оставлю их остывать на всю ночь. Остывшие куличи я покрою
растопленным горьким шоколадом и украшу их посыпкой. Друзья мои, теперь вы с гордостью можете себя назвать пекарем высшего разряда, поскольку вы выпекли итальянский кулич панеттоне. И по этому рецепту вы также можете приготовить итальянские куличи Пандора и Коломбо. Кулич панеттоне невероятно нежный, воздушный, но в то же время тяжелый и влажный. Упругий легко сминается в руках, но тут же восстанавливает свою форму. Ярко выраженный шоколадный вкус панеттоне подчеркивает ноты апельсина, лимона и нежные оттенки сухофруктов. И на контрасте с этой нежной, влажной структурой находятся капли горького шоколада, который только усиливает это прекрасное впечатление. Нежности, влажности и воздушности – идеальное сочетание вкуса, потрясающий вкус и просто фантастический разрез. Волокнистая структура, яркие акценты вишни, золотистые искры изюма и капли горького шоколада. Такой кулич не стыдно подарить своим друзьям, знакомым или даже коллегам. Я думаю, все будут поражены, что он сделан вашими руками. И я думаю, друзья, что он у вас обязательно получится, потому что вы гениальны. Приятного аппетита, друзья! Готовьте с удовольствием, а я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья! Встретимся в новом видео. С вами была Пульхерия.